Изолента Лайф. И сейчас из Берлина к нам присоединяется Сергей Феоктистов. Не хочется иронизировать, но в прошлом уже теперь глава «Спутник» Германия, по-прежнему находящийся в Берлине. Сергей, привет. Доброе утро. У нас на 2 часа меньше. У нас на 2 часа меньше. 9:33. Поэтому, но тем не менее. Слушай, но тут вот какая тема прозвучала, хороший вопрос был, почему в Великобритании, значит, давление идет не по, как бы, на бизнесменов не по форме собственности, а по стране их происхождения, самих бизнесменов. Я просто пытался ответить на этот вопрос, я повторю свою мысль. Мне кажется, что сейчас процессы, то есть если вы задаете такие вопросы, вы, конечно, смотрите на происходящие процессы вот с точки зрения такой, тактической, да, что почему вот если есть закон, то почему-то его нарушают и так далее. На самом деле все законы, все правила, международные, локальные и прочие, сегодня сломаны. Никаких принципов больше не существует. Но существует одна и, на мой взгляд, довольно четкая и понятная задача, которую перед собой поставило западное общество. Это исключить все российское из своего состава, включая людей. Вот, и в первую очередь людей, включая элиту, да, включая тех, кто там, значит, достиг какого-то успеха. А для россиян, мне кажется, это неплохо в целом. Так вот. Для конкретных, вернее, плохо, а для россиян в целом не очень. Потому что мы вообще долгое время, когда мы приняли вот эту модель западного мира и главенства западного мира в нашей системе ценностей, то самыми успешными россиянами, казахами, там, не знаю, украинцами или молдаванами считались те, кто заработал денег в своей стране путем там приватизации или еще чего-то, выехал за рубеж с этими деньгами и там, значит, о чудо, стал, значит, каким-то признанным человеком. Они реально за это боролись, я знаю об этом не понаслышке. Многие бизнесмены, например, Абрамович, да, хрестоматийный, вот он вошел практически, как он считал, в элиту, значит, западного, английского, британского общества. Купил популярный футбольный клуб. Сделал его там, да, привел его к успеху. Ему аплодировали стоя, его любили все. И вот сейчас его больше не любят. Многие также себя вели. Пытались свои деньги, там, не знаю, спонсировали какие-то художественные выставки, там, не знаю, там, покупали дома и прочее, прочее, прочее. Сейчас все это закончилось. Нас там больше не ждут, и, на мой взгляд, это хорошо. Там теперь главными будут украинцы, они теперь Ахметова, Коломойские и прочие граждане там. Поэтому смотрят, конечно, не на то, по какому праву у вас там что зарегистрировано, а смотрят на то, кто вы по национальности. Вот такая моя мысль. И Сергея Феоктистова я хотел попросить, если можно ее прокомментировать, потому что я не претендую на, так сказать, истину. Вот. И если можно рассказать о том, что в Берлине происходит, как вообще дела и какие трудности, сложности и проблемы испытывают наши соотечественники. Или, может, не испытывают. Я с удовольствием прокомментирую, только я прокомментирую гораздо короче на вопросы наших слушателей, да, почему они это делают, там, право и так далее. И я скажу одной фразой: они это делают, потому что сейчас могут. Вот собственно, и все. Никакого там рационального, законного там обоснования этих действий, которые предпринимаются в отношении ряда российских лиц, просто нет. И они это тоже прекрасно понимают. Я уже говорил в вашей передаче, что происходит конкретно с нашим представительством, с моими личными счетами. Вот. Насчет представительства нашего заблокирован без объяснений причин. Но согласись, это же не то, что они приходят по закону, как говорят. Они просто говорят: вот мы не хотим вас, чтобы вас здесь было вообще. Нет, секундочку. Все, до свидания. Да, но есть большая разница. Да. Они мне прислали письмо вчера, да, по моему счету личному и по счету представительства о том, что они с конца мая не хотят больше видеть меня клиентом. Это вписывается во все нормы права. Они имеют право не раскрывать причину, по которой они не хотят меня видеть клиентом, и дают мне 2 месяца, чтобы я урегулировал свои отношения с банком. Это укладывается в правовую норму. Но то, что мой счет заблокирован, то, что я не могу платить, вот, например, то, что они мне вчера отклонили платеж местного налога на телевизор. Все немцы платят налог на телевидение,
Вот, они его даже отклонили. Это просто полная бредятина. Почему они так делают? Потому что, могут, они не дают никаких бумаг, поэтому пойти там в суд я не могу. То есть, наверное, какие-то есть возможности, там, взять нотариуса, зафиксировать, что это есть, там, пойти в суд и прочее. Но поскольку у них сейчас такая волна идет, закрывают счета практически всем тем, у кого есть русские паспорта. Неважно, там, люди живут здесь 10 лет, 15, имеют они отношение там, к медиа, к русскому бизнесу и так далее. Даже иногда получается так, что закрывают счета людям с немецким паспортом, но с русским происхождением. Поскольку причин не надо раскрывать, да, тут уже она всем ясна, но официально там подать, я не знаю, в суд на то, что это притеснение по национальному признаку и так далее, невозможно. Поэтому давление идет колоссальное. Что будет дальше, честно говоря, я не знаю. Там, насколько расширяться будут эти списки. У каких-то моих друзей арестованы счета там, в Швейцарии там, до разбирательств. Хотя они 10 раз они, там, вовлечены в международный бизнес. И 10 раз их проверяли, когда они открывали эти счета. Особенно сейчас, мы же знаем, там, последние годы там, комплаенс у банков уже, наверное, занимает половину персонала. Вот. И тем не менее, да, мы блокируем, будем разбираться. Поэтому сейчас все дуют на воду, плюс еще есть такое поветрие отменить Россию в том или ином виде. И все. И тут закон не важен. Например, что еще там далеко ходить? Там позавчера, по-моему, компания Adobe написала нам письмо, что у меня отозваны, у меня, я имею в виду представительство, имя России сегодня отозваны лицензии на обработку видео Adobe Photoshop. На мой закономерный вопрос, секундочку, а на каком основании, мы не под санкциями, ничего, это наше решение. А деньги вернете, потому что мы платили, по-моему, за лицензию в декабре, то есть 3 месяца. Мы будем над этим думать. Что будем думать? На каком основании? Санкций нету. Потому что могут, да. И такое там будет идти далее там, по всем фронтам. Например, тут в новостях показывают, активисты в Польше блокируют проезд грузовиков, фур в сторону Беларуси и России. И это показывают все. У меня один вопрос только, а полиция, где? Нет, все за этим мило наблюдают. Что касается там нас, к нам постоянно ходят там журналисты, выпускают какие-то глупые статьи на тему, что обнаружено секретное место, где живут и работают агенты Путина. Там, позавчера нам наклеили на дом, уже наклейки напечатали, улица Владимира Зеленского. Но окей, если им, как говорится, это так веселее, что я могу с этим поделать? Собирают петицию, чтобы перед посольством назвать кусок бульвара площадью Владимира Зеленского. Вот так. Потому что Европа сейчас, да, таким единым абсолютно фронтом выступает. Тут каждые выходные митинги против войны. На последнем выступала, в воскресенье был концерт «За мир», митинг. Там выступали разные немецкие звезды. К сожалению, большинство мне неизвестных, но неважно. Жена мэра Кличко, наверное, она сейчас находится в Германии, поскольку братья Кличко тут тренировались и довольно... Они жили долго, они, по-моему, граждане. Жили долго, да. Насчет граждан не знаю, тут, может и граждане, может нет, не знаю. По-моему, Украина не разрешает двойное гражданство. Тогда может быть, да. Наверное, да, если он мэр, то вряд ли, да. Но, тем не менее, я просто помню, что они из Германии довольно долго жили. Они, по-моему, в Кёльне, да, они там где-то тренировались. Жена его выступала на митинге. И плюс еще на митинге выступал с песней Дубровский Борис Гребенщиков. Поэтому тут из многих окон висят украинские флаги. Волонтеры, приезжают много беженцев на Берлинский, там, на главный вокзал и на автобусный терминал. Поэтому посмотрим. Там уже вчера Бербок выступала, она оценивает потенциально, что в Европу могут приехать около 8 уже миллионов беженцев. Пока, по-моему, что-то типа цифры в районе 1,5. В Германии уже 300 тысяч. Поэтому, Сергей, а сколько предельное количество, по оценкам, сколько Европа может этих беженцев переварить без ущерба? Знает? Никто не знает. Да? Я думаю, что все пребывают тоже в такой позиции осознания. Сколько они могут, не знаю. Изначально они говорили, что
Они оценивают в 3 миллиона, потом от 3 до 7 миллионов. Вот Бербук вчера сказал 8 миллионов. Но Европа вся принимает. Я говорил с другом из Швейцарии. Он сказал, что в первый раз беспрецедентное швейцарское решение о том, что беженцы из Украины могут получить вид на жительство, медицинскую страховку и год пребывания, право на работу и так далее. Швейцария раньше точно с беженцами разбиралась, да, там рассматривался каждый случай. Сейчас они сказали, что при предъявлении там паспорта или вид на жительство на Украине они получают на год всю возможность. Ну, слушай, это уникальная ситуация с беженцами, потому что беженцы... Нет, я не про это, я говорю про то, что беженцы из Украины, они в общем могут быть весьма полезны такой стране, как Швейцария, потому что это, ну... Нет, они могут быть, конечно, полезны Европе, и это большая будет проблема в дальнейшем для России, да, вот то, о чем я тут недавно задумался, у нас же с Канадой, например, весьма всегда были прохладные отношения в силу того, что там очень мощная украинская диаспора. И эта диаспора, понятно, откуда там взялась. Да? Они после Второй мировой войны, там многие, которые не могли остаться на территории Советского Союза в силу там, совершения тех или иных коллаборационистских преступлений, они отъехали туда. Да? И потом их дети, внуки уже там сделали местную карьеру, они скорее канадцы, но тем не менее они все это помнят по рассказам своих дедов, и поэтому там Канада практически всегда была и антироссийская, и антисоветская, и какая угодно, хотя казалось бы. Вот. Ну, почему? Вот папа нынешнего премьер-министра Пьер Трюдо, он, в общем, неплохо общался с советскими властями и, в общем, дружил. Хорошие были отношения с Канадой в 70-е годы у него. Ну вот может быть, но вот последнее, то, что я вижу, Канада всегда ко всему присоединяется, у них мощная сейчас, да, диаспора, да, но не важно. Политически это большая группа избирателей, это, конечно, важно. Да, через некоторое время, да, там, если мы смотрим в долгую, да, это пройдет, не знаю, там 30 лет, например, и те дети там беженцев, которые сейчас останутся там в Европе, вырастут и будут слушать рассказы своих родителей о том, что было, и, конечно, они тоже будут проводить там антироссийскую политику, что нам, я думаю, еще долго придется как-то выравнивать. Слушай, а есть какая-то реакция вообще и политический расклад в Германии по поводу возможного участия НАТО или Германии в прямом военном столкновении с Россией? Бесполетная зона, значит, ввод польских войск, вот то, что сейчас обсуждается, саммит НАТО же 24 марта, это уже у нас когда, сегодня 22, послезавтра будет с Байденом. Они где будут? В Варшаве, мне кажется, да, где-то они в Польше, по-моему, собираются. Честно говоря, не помню. Но Байден заявил со всей откровенностью, что никаких войск НАТО не будет. Нет, Байден, да, а в Германии как? Германия совершенно не хочет этого, конечно же. Вот, они всемерно поддерживают, они наращивают военную поддержку в части поставок вооружений. Вот, но прямой конфликт они, конечно, хотят избежать. Нет, саммит НАТО будет в Брюсселе, в штаб-квартире на высшем уровне. То есть это будет Эрдоган, Байден и все такое. У меня же тут была дискуссия, меня поймали журналисты Шпигеля, которые тут вокруг нашего здания ходили. Я вышел на улицу. И они меня с камерами поймали, там бежать было бессмысленно, да и вообще, как говорится, не наш метод. И мы с ними 10 минут побеседовали на эту тему. Вот. И в части было там война, не война, почему мы называем спецоперацией. Я говорю, вы почитайте решение ООН, в частности, которое просит не называть это войной, потому что это не война. Я говорю, Украина не объявила войну. Как это не объявила, Зеленский говорит, война. Я говорю, Зеленский говорит, что угодно, да, но война официально не объявлена. Я говорю, как только Украина объявит войну России, да, я говорю, вы, как Германия, с своими поставками вооружений, если вы что-то поставите, будете вовлечены в войну с Россией. Вы это понимаете? Ну, нет, как это так, а что тогда будет? Я говорю, я не хочу думать о том, что тогда будет. Говорит, плохо, что вы не хотите об этом думать. Я говорю, вы знаете, вы можете сами пофантазировать, что будет, если возникнет прямой военный конфликт России с Германией. Я об этом там в страшном сне думать не хочу. Вот. Да, если так, то да. Вот. Не хотят они считают, что война, что мы, значит, говорим не война специально, пардон, но если уже Украина даже объявила, у них, по-моему, военное положение, если я не ошибаюсь, юридическое, то, что Зеленский там продлевает,
Вот. В то же время, значит, качается Да. газ. Да, качается газ, да. Две воюющие стороны там продают газ Европе. Тоже вопрос. Ну, Еще и торгуют между собой, на самом деле. Ну, значит, наверное, но реально какой-то абсурд, если честно. Вот так вот это все в кучу если собираешь, просто как какой-то сюр. И у Европы, я думаю, тоже примерно такое же ощущение, там, непонимание. Они, конечно, очень напуганы, особенно прибалтийские республики и Польша. Вот. Скажи, пожалуйста, а в Европе нет, в Германии, вернее, я не про Европу, а про Германию, нет такого мнения или ощущения, что их втягивают вообще не в свое третьи силы типа США там или что-то, или не возникает такого? Ну, пока нет, не знаю. Там, может быть, у кого-то возникает, там у оппозиционных партий немецких, они периодически высказываются на эту тему, что сами довели до этого конфликта и НАТО, и Америка, и Европа своей политикой и непринуждением к выполнению Минских соглашений. Но это редко, сейчас невозможно ничего сказать, Трофим. Если ты что-то сейчас скажешь, твоя карьера, да, даже если ты так думаешь, да, то твоя карьера будет просто там отменена. Да, вот эта культура отмены, которую мы видели в отношении там Вайнштейна, там, я не знаю, актеров каких-то там, политиков. Это прекрасно они откатали. Я думаю, что это часть была просто какого-то такого плана. Потому что, откатав на простых примерах и ясных, там, этот там руку не туда сунул, этот что-то там сказал, этот, там, не знаю, приставал, склонял бездоказательно. Они откатали это все. И сейчас идет там полная отмена, и никто там уже не говорит, собственно, подождите, товарищи, а почему? Ну вот почему, например, нашего шахматиста Корякина там не допустили? Он отказался, по-моему, публично осудить операцию на Украине. Какое-то отношение имеет к шахматам, и всегда говорили, что там спорт вне политики там, и прочее, прочее. Ну, что, я не знаю, Корякин военный преступник там, или он санкционный. Нет, просто ему взяли, сказали, нет, а мы вас исключаем из турнира там, претендентов на чемпионскую корону. Поэтому сейчас делается все, что угодно, и никаких там, опять возвращаясь к началу нашей беседы, никаких юридических оснований искать там в этом не нужно. Наверное, можно потом судиться, сколько идут суды, мы знаем. Я, наверное, могу тоже на банк там подать в суд на тему там моих счетов. Ну, хорошо, я сожгу кучу денег и получу результат через 2 года. Ну, и смысл. Еще вопрос, опять же, есть вопрос, возьмется ли кто-то из юристов там представлять мои интересы. Потому что там у ряда российских новостных компаний, юридические фирмы, которые с ними работали, разорвали отношения и сказали, что ваши интересы мы представлять не будем. Хотя, казалось бы, я всегда думал, что там врачи, там юристы и прочее, да, они работают независимо от того, кого они защищают, кого они лечат там, и прочее. Нет. Юрфирмы там в силу репутационных рисков не хотят работать там с российскими медиа, например. Вот. А по поводу того, во что там, как втягивается и какие настроения в Германии, ну, мы тут с супругой с огромным удивлением не обнаружили подсолнечного масла. Мы как-то не закупаемся впрок. Оказалось, что подсолнечное масло исчезло. Например, вчера еще исчезла туалетная бумага. Ну, не везде, наверное, но вот в ближайших к нам магазинах не было. В новостях сказали, что исчезли таблетки с йодом, да, которые в случае радиационной опасности надо принимать. То есть, судя по тому, что эти таблетки исчезли, если говорить о настроениях в Германии, многие ждут реально уже, ну, не ждут, наверное, надеются, что этого не будет, но, в принципе, готовятся к тому, что может возникнуть ядерный конфликт. Вот. Поэтому ситуация такая. Слушай, я думал, немцы не подвержены вот этим скупаниям туалетной бумаги. Нет. По крайней мере, масла точно нет, по-моему, перебой с мукой, какие-то прокладки тоже, ну, не все исчезли, но какие-то исчезли. Да, вот, люди тоже готовятся к чему-то. Слушай, как это все интересно. Да. Как это все интересно. А скажи, пожалуйста, да, но нет.
Да. Скажи, пожалуйста, вот если сейчас, например, сделать краткий обзор немецкой прессы, да, что будет на первых полосах? Не, пока война. Да, то есть я видел вашу передачу, где господин Саразиев сказал, что там отходит что-то в Британии от этой темы. Тут ничего не отходит. Тут нон-стопом во всех журналах, газетах, по телевизору. Ну и что показывают? Конечно, показывают картинку, пострадавшие мирные жители, разбомбленные дома и прочее. Вот. Причем при том, что, как говорится, есть факты, когда там тот же батальон Азов там в Мариуполе заходит в жилые дома. И оттуда ведет огонь, и, конечно, ответным огнем там дома повреждаются. Этих фактов полно, к сожалению. Полно, да, но и про них никто не говорит. Один раз я только увидел довольно взвешенную позицию, Вельт выдал, который сказал по поводу там ракеты, которая по точку У прилетела в Донбасс. Остальные вообще об этом не говорят. Везде показывают беженцы нон-стопом, значит, прямые трансляции из Польши, из немецких вокзалов. Раненые, города сожженные. Причем при том, что, как мы все понимаем, можно снять так, чтобы будет впечатление, что весь город разбомблен, хотя там, я не знаю, 2 дома пострадало. Вот. Ну, это да, это технология известная. Поэтому, да, поскольку, насколько я понимаю, у российских СМИ сейчас картинки оттуда нету, да, своей, то только покупной, особенно после того, как Зеленский ввел уголовное там наказание за сотрудничество с Россией, поэтому даже ее купить физически нельзя, люди будут бояться. Вот. Мы вынуждены опираться либо на Минобороны, да, который довольно, на мой взгляд, скудно выдает картинку, либо на, собственно, украинскую часть, которая выдает ее как раз избыточно, да, и в нужном себе ключе. Но и тут надо понимать, вот мы общаемся регулярно с военными корреспондентами, я вчера прям задавал прямой вопрос, что кто там с вами еще, ребят, работает в Донбассе и на линии фронта из иностранцев, ну и понятно, что из Европы, ну кроме итальянских антифашистов, как высказался Ростислав, да, никого нет. Там китайцы есть, там есть другие азиаты, а вот никого из Европы нет. Они-то откуда картинку берут? Или им все равно? Они берут украинскую, потому что на Украине и в Киеве, в частности, есть корреспонденты АФД, ЦДФ, есть. Ну, конечно. И они в прямом эфире там выходят, и точно так же, как наши журналисты военные, там, в бронежилетах, в Кавказских. Да, нет, там они нормально все, да. Там они все, да. Вопрос, что наш Минобороны должен как-то, наверное, более широко там попытаться привлечь, да, каких-то журналистов иностранных, тех или иных. Вот. Вопрос даже они могут не разделять нашу точку зрения. Знаешь, привлечь хорошо, но в предыдущие годы они не ездили туда. Они просто отказывались ехать. Я помню классический пример, Маша Захарова мне рассказывала, когда было 400 пленных украинцев сидело в 2014 году на территории России. Ну, пленных, они перешли просто на территорию России там от боев. Министерство обороны с МИДом договорилось, это не так просто сделать, о выделении самолетов для того, чтобы, значит, взять иностранных журналистов, которых тогда в Москве еще было много, отвезти их туда и дать им возможность напрямую поговорить с украинскими военными солдатами. Значит, они обзвонили все бюро здесь, и BBC, и Рейтер, всех. И, значит, поначалу все журналисты, которые освещают тему, радостно согласились, пуловские, ну, которые работают с МИДом. А спустя час все отзвонились и сказали, что по тем или иным причинам не могут. У каждого свои были причины. Все. Никто не полетел. Ну, методичка пришла, скорее. Ну да, скорее, с ума сошли. Вот. Никто не полетел. Кто-то не успевает, кому-то показалось. Ну и вот, пожалуйста. Поэтому тут Министерство обороны я бы не винил, они сами не поедут. Нет, я не виню. Я к тому, что это не то, что наши не дорабатывают. А здесь у них тоже понятно. Это, у них своих забот много. У них не то, что свои заботы. Просто надо перестать смотреть на западные СМИ как на нейтральные. Это наши противники, это наши враги сегодня. Это пропаганда. С какой стати они поедут что-то с нашей стороны показывать? Никуда не поедут. Ты что?
Это у них другие задачи. Вот сейчас читаю, цитирую, сейчас у нас 1,5 минуты осталось, быстро не могу не сказать об этом. Читаю Guardian, они сообщают тут, значит, все события. Как-то упустил я это, значит, Байден, оказывается, сказал сегодня следующее, что так как Россия обвиняет нас в использовании и разработке биологического оружия в биологических лабораториях на Украине, знаете, что это значит? Сказал Байден. Это значит, что Путин сам хочет использовать химическое оружие на Украине. Вот почему. Вот оно в чем дело. Молодец какой. Вот эту песню с химическим оружием, они, честно говоря, уже задолбали просто. Ну, она везде была. Какое химическое оружие? Куда? Кого мы травить-то собираемся? Мирных жителей? Что? Мирных жителей, что детей, за бред? женщин, конечно. Да, и еще одно, конечно, эти удары по торговому центру, они, конечно, сделаны исключительно потому, что Russian Pilots или кто там, Russian Putin приказал как можно больше людей убить. Вот, а не потому, что оттуда стреляли установки залпового огня «Град» и потом парковались в этом торговом центре. В ангаре. О чем, кстати, есть фото и видео. Да, о чем видео есть. 20 секунд, Серег, мы хотим тебе пожелать преодолеть этот непростой этап в твоей биографии. Вот. Надеюсь, что все будет нормально. Возвращайся на родину. Ну, сейчас нам надо дела завершить. Ну да. Береги себя. Да, спасибо. Да. Ну, а мы заканчиваем наш эфир утренний в 12 часов. Новости на радио «Спутник». Спасибо, что были с нами. Изолента Лайв. Подписывайтесь. Спасибо. И подписывайтесь на нас. А мы сейчас почитаем сообщения, чтобы ничего не пропало. Сиди с нами, Сергей, чуть-чуть. Может, могу. Давай, смотри, Петр Алексеевич, тебе провокационный вопрос. Давайте. Слава Бик, наш постоянный зритель, которого мы все любим и ценим, отправляет 100 рублей. Петр, вы специально... по принципу плохой, хороший полицейский, не понимаете, что мы, даже если напишем 100 тысяч сообщений с нашей позицией, не достучимся до буржуев. Это вопрос, извините, неправильную интонацию сделал. Не достучимся до буржуев. И это потому, что не дадут модераторы, которые не наши, а то и против нас. А то вопрос вчера убил, пишет наш зритель. Ну, не помнишь, понял. Да, эту дискуссию? Я, честно говоря, ничего не понял. Что нельзя, ну, смотрите, надо ли блокировать соцсети или не надо ли блокировать соцсети, что если мы напишем там 10 тысяч, ну, там 100 тысяч сообщений, то мы донесем какую-то позицию, и вот это вот все. На самом деле, тут провокационный вопрос, наверное, скорее ко мне, потому что я был за то, чтобы писать... Ну, может, донесем до кого-то. Но да, как можно больше, чтобы доносить. Вот. Ну, то есть, такая провокация не очень удалась. Ну, скажи свое мнение об этом, чтобы... Я не очень понимаю, в чем вопрос ко мне. Ну что, если 100 тысяч сообщений куда-то... До кого вы хотите что донести, вопрос? Ни до кого вы ничего не донесете, потому что там доносят все равно в миллион раз больше. Вот. Из каждого утюга там доносят. Вот посмотрите, вот человек в Берлине сидит. Там улицу, где находится любое российское заведение, переименовывают улицу Зеленского, из окон украинские флаги, перманентный митинг, и по телевизору вам рассказывают, что Путин, значит, сидит в Кремле и замышляет как бы химическим оружием отравить всех мирных жителей. Это отовсюду. И если даже в соцсетях прозвучит какой-то слабый голос, значит, того, что подождите, а вот же тут, так сказать, 8 лет Донецк и все такое, это просто пройдет незамеченным. Я не к тому, что не надо писать. Ну, пожалуйста, пишите. Это, наверное, капля камень точит, как бы. Но просто надо сопоставлять силы. То же самое они у нас. Им тоже против нашей пропаганды и против нашей позиции трудно бороться здесь, в России. Никакой BBC ни на каком своем сайте россиян не переубедит ни в чем. Да. Так, едем дальше. Юлия Б. 100 рублей. На тему «Не пущать обратно». Сбежавшую самопровозглашенную свободномыслящую интеллигенцию хотелось бы отметить. У нас есть Конституция, в ней закреплено право гражданина вернуться в страну. Нужно уважать основной закон страны. Ответом им должен быть нулевой спрос на их творчество, а не лишение прав. Такое мнение есть. Можно я прокомментирую? Меня это очень удивило. Предложение там сбежавших и прочее. Что я не очень понимаю юридическую формулировку, что значит сбежавший. Ну да, непонятно. Да, что значит сбежавший? И вообще это граждане России, и что, там, их надо лишать гражданства? Вы можете в моральном аспекте... Ну, в Советском Союзе была такая форма, так сказать... Лишение гражданства? Да. Была, да, но... Для диссидентов. Но это вообще, на мой взгляд, довольно некрасиво, и мы это прошли все.
Ну, что мне тоже касается кажется, там сбежавшего, вот у меня одноклассница работает на немецкой фирме 12 лет уже, или там 15, живет в Ганновере. Она что, сбежавшая? Совершенно никуда. Она, более того, она с русским паспортом, она не брала местное гражданство, хотя может через 5 лет. Да, нет, много вопросов. Это очень сложно. Много вопросов, и поэтому там под одну гребенку всех, она работает, у нее там здесь, как говорится, бизнес. Там, нет, наверное, того, речь, России. как правило, идет, вот ты упомянул Бориса Гребенщикова, выступающего на антивоенном митинге в Берлине. Наверное, о каких-то знаковых фигурах, наверное, все-таки речь идет. Ну, это же юридическое, кто знаковый, кто не знаковый. Там. Имеет ли право Борис Гребенщиков выступить на митинге? На мой взгляд, да. Не, право-то имеет, но видишь, они же тоже имеют право тебе отказать в наличии банковского счета. Ну, вот примерно Я так. иностранец здесь, это разные вещи. И многое, на что я совершенно был бы возмущен в России, да, многое я здесь вынужден проглатывать, потому что это не моя страна. Это их страна, это их правила. И если я здесь живу, я должен их придерживаться. То, что там пошел беспредел вот такой вот, раньше же его не было. Там были какие-то моменты, которые мне не нравились. Но я их принимал, потому что я живу в этой стране. Вот. Ну, я считаю, что у нас, конечно, несколько не развито. То есть мы, многие люди, которые вот выражают какую-то такую свою позицию, запретить, не пущать и так далее, запретить на телевидении, мы все перекладываем ответственность куда-то на государство. И у нас не очень много есть, но мало каких-то общественных организаций, каких-то движений, которые могли бы обычных граждан, вот, которые придерживаются прогосударственной позиции, куда-нибудь мобилизовать. Ну, например, там, пикетировать концерт того же Гребенщикова на законных основаниях, да, стоять с плакатом. Это у нас делает оппозиция довольно активно, у них есть финансирование, у них есть организация, они, понятно, откуда, так сказать, деньги и структуру получают. У тех, вот мне кажется, таким образом выражать свое отношение совершенно правильно. Не, но есть же практика. Вот я могу покупайте билет, пожалуйста. Не покупайте билет, организуйте кампанию там какого-то бойкота и так далее. У нас была история. Нормально. Кто не знает, но вот Петр точно знает, потому что поддерживал нас тогда в ПВСе, освещал эту историю. Есть такой певец Захар Май. Он планировал в 2014 году, это тот самый Захар Май, который на Абрамсе, не на Абрамсе, а что, когда наши это танки... Бабченко на Абрамсе собирал. Да, этот, когда наши танки войдут в Москву, у него песни есть, ну, много чего есть. И он очень жестко выступал против Крыма, ну, против вхождения Крыма, возврата Крыма в состав Российской Федерации, там тоже обещал кары нам небесные и прочее. А потом вдруг взял и сделал серию концертов в Петербурге и в Москве. И мы почему-то посчитали, что это, наверное, не совсем правильно, и обратились к клубам, которые принимали Захара Мая с вопросом: друзья мои, а вы уверены, что ваш рейтинг в соцсетях, на самом деле, можно смеяться, но сейчас, внимание, что ваш рейтинг в соцсетях останется таким же хорошим после того, как у вас пройдет концерт Захара Мая. И все владельцы клубов, где он планировал выступать, все до одного отказали Захару Маю в площадке, потому что они поняли, что это существенно. И после этого Захар Май с дикими матами на нас поименно, кто это дело все устроил, не поехал тогда в Россию. И, кстати, с тех пор больше ни разу в России не был. Вот такой он подход. Не из России сам-то? Он из Киева. Вот. Нет, слушайте, решение владельцев бизнеса было, да, и они тоже имеют на это право, да. Ну, ради бога, если... Да, я к тому, что вы не надо требовать от кого-то запретить. Вы сами действуйте, пожалуйста. Инициируйте, мы поддержим. Например. Согласен. Давайте еще вопросы позадаем, потому что время уходит. Уходит время стремительно. А вопросов, да, много, мне уже надо сейчас будет скоро бежать, прямо активно. Так, Артель Original, 100 рублей. В стране практически полностью уничтожено образование, у людей отсутствует критическое мышление и воспитанно-потребительское отношение к жизни. Моргенштерн и ему подобные легко становятся лидерами мнений, так как у них много подписчиков, а не потому, что они говорят разумное, адекватное. Я не знаю, про какую страну идет речь, честно говоря, где уничтожено. Про Россию, видимо, все уничтожено. Нет, подписывайтесь на пояснительную бригаду Трофима. Там вам ответят на все ваши вопросы. Да уж, блин. Так, Петр отправил 100 рублей. Россия-1 позволяет себе... Вот, кстати, хороший вопрос. Россия-1 позволяет себе цитировать Ильина, как великого русского философа. Ильин в 1948 году сказал: фашизм был прав, поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства, без которого ни один народ не может не утвердить своего существования, не создать свою культуру. Или это другое. Прокомментируете как-нибудь?
Ну, вопрос кому? Я, что ли, цитировал? Вы или кто? Или Трофим? Первый канал российский, обращайтесь, кто там цитировал. Вот, а потом, насколько я помню, там что-то этот Ильин, он, я не знаю его трудов, но он там потом, в общем, сказал, что ошибался. Вот. Вообще, на первом этапе фашизм и Гитлера много кто поддерживал и видел в этом довольно конструктивно. Вообще, национальные движения, фашистские всякие, они по всей Европе буйным цветом в то время, как вы помните. Вот. И никто не подозревал, чем это все закончится. Я не оправдываю, я не знаю, кто философ Ильин, честно говоря, не сильно образован в этой сфере. Ну, может быть, черт. Но я просто слышал, что он потом там где-то в своих трудах... Я бы пробросил даже дальше. Вот Петр прав абсолютно, я бы пробросил еще дальше. Вот когда сейчас мы завершим денацификацию Украины, а может быть и Европы, вы увидите, как огромное количество философов современных начнут переобуваться в нормальную. Ну, слушай, переобуваться, не переобуваться. Можно же взять, возьмите Ленина. Там знаете, сколько цитат можно надергать? Нет, Ленин это самое любимое, там, как сейчас помню, о национальной гордости великороссов. Кого стрелять там и прочее. Да, где он, внимание, желал поражения своей стране в войне. Например, да, вот, ну, мы можем и такое вспомнить. Да, вот, едем дальше. Я относился к цитатам и не делал бы из них догмы, если там кто-то что-то цитировал. Ну задай, но это вопрос, конечно, к тому, кто цитировал. Едем дальше, да. Юра отправляет 100 рублей. Александр прав, нужно говорить проще, без научной воды. Про Малькевич, которая правильная, но большинство под нее засыпает. Нужно проще давать определение. Патриот тот, кто любовь к семье переносит на более общую группу. Националист тот, кто считает своих лучше. Нацист тот, кто оправдывает преступление превосходством. Ой, да. Так, ладно, я воздержусь от комментариев. Кремлебот отправляет 200 рублей. Запрет – это крайность, но слегка опасно создавать комфортную среду для хамства и ядовитой злобы, когда человек отрицает все хорошее в родной стране и говорит, что не считает себя наследником победителей, он осуждаем только ведущими госканалов, а в тусовочке его поддерживают. Это комфортная среда. Так, Артур из Ижевска через Z, да, отправляет 100 рублей на благо. Полностью согласен с Трофимом. Музыка – один из рычагов воздействия на умы. Музыка – это не лозунги, это воздействие на подсознание. Я очень люблю творчество Цоя, но причастность его самого и его современников отрицать нельзя, как один из винтиков всей схемы развала Советского Союза. Такое мнение есть. Адепт Зинча отправляет... Схему можно посмотреть? Вот интересно, ссылаетесь просто. Где, может, она там раскрыта? Винтики там. Ну, интересно просто. Где, кто ее как там нарисовал? Госдеп кто? Ну, Госдеп. Но она засекречена, наверное, только у нашего зрителя есть, наверное, да, где-то там. На этой, как это, синими такими вот чертежами. Ну, да, это называется инфа 100%. Я с этим таксистом уже 3-й раз езжу. Да. Адепт Зинча 100 рублей. С помощью синей изоленты можно починить даже польский флаг. Да, это у нас уже было. Спасибо большое. Максимов Константин отправил 100 рублей. Здравствуйте, товарищи. Освещался ли вопрос о том, что кончается тетрапак в стране, а заводов по склейке пленки с картоном нету. Скоро молочко в бидонах будем носить. Вопрос решать будут те же люди, что должны были за эти 8 лет построить нужные заводы. Может пороть виновных публично. Вы знаете, Максимов Константин, вот, ну, я не знаю, может, какого вы возраста, но я отлично помню, что треугольные вот такие замечательные пачки типа тетрапаков у нас были еще в советские времена с молоком. И нормально их продавали. Вот бабушка у меня носила. А почему треугольные? Потому что их можно было запихнуть в 2 раза больше, чем прямоугольных в контейнер. Очень, кстати, удобная была упаковка и очень практичная. Те же самые тетрапаки и та же самая бумага с пленкой. А еще у нас были замечательные стеклянные бутылки, абсолютно потрясающие, которые за 15 копеек можно было потом сдать с фольговой такой пробочкой, которую так пальцем проминали и пили. И без молока в Советском Союзе, без тетрапаков никто не сидел, уверяю вас. Молока было хоть залейся в каждом магазине. А еще в бидоны действительно разливали разливное молоко из бочек. И тоже это было очень вкусно и очень полезно. Вот. И молоко не стояло по 2 месяца, напичканное антибиотиками, как сейчас, а прокисало на
4-й день, что говорило о том, что оно живое, нормальное и нифига не синтетическое. Вот. Поэтому, я думаю, прорвемся мы как-то без тетрапаков. Хлеба тоже не было, а черную икру мазали прямо на колбасу. Да, нет, прямо в рот. На самом деле, Трофим, такая проблема есть на самом деле в данный момент. Ну, там нарушены логистические цепочки, и то, что там, та же Агуша, например, там заводы, которые ее делали, там на время встали, да, поскольку у меня есть знакомые из этой области. И это именно тетрапак, еще какие-то, но сейчас порушены все логистические цепочки, вот, и автомобильные, как мы видим, там, в том числе. Поэтому, конечно, какое-то время нам будет необходимо на то, чтобы их перенастроить, там, я не знаю, найти альтернативу тетрапаку, там, я не знаю, вспомнить треугольные пакеты, как делались, и так далее. Потому что Россия была действительно очень вовлечена в международный бизнес, да, со всеми плюсами, равно как и со всеми минусами, которые из этого утекают. А что, тетрапак закончил пакеты делать, что ли? А я не знаю. Там, они технологии, по-моему, у нас перестали. Так у них заводы здесь свои по производству. Ну вот и разберемся. Знаю, может быть, у них там фольга не подъехала, там же куча вопросов. Там вот какие-то там есть изделия, и там 90% делается в России, а какая-то одна финтифлюшка должна приезжать из Европы. Да, так. Давайте не будем выдумывать. Да, слушайте. Поэтому здесь там молоко. Живем, увидим, да. Так, WM 100 рублей отправляет по поводу убежавших нацистских недобитков. Есть бородатый анекдот из-за границы. Ты можешь рискнуть и спросить женщину про ее вес или мужчину о его зарплате, но никогда не спрашивай аргентинца об отношении к СС. Характерно. Да, Гуру отправляет 300 рублей на изоленту. Мое почтение, Петр и Трофим. Помогите распространению. Латвийские власти арестовали Кирилла Федорова, блогера и создателя YouTube-канала «История оружия». Он не политический деятель, просто имел личную пророссийскую позицию. Ему лепят очень жесткие статьи. А куда вы хотите, чтобы мы это распространили? Мы об этом говорили уже. Мне кажется, это везде уже и так. Вот. Мне кажется, в новостях даже я читал. Да. Уже вы нам в чате 3 раза рассказали. Ну да. А что толку-то? Ну, распространим мы еще куда-нибудь. Так, Хитрожук 300 рублей. Анекдот из Берлина. Почему беженцы плачут, занимаясь сексом с немками? Аллергия на слезоточивый газ. Нам много анекдотов, конечно. На самом деле смешно. Просто они, да, это были анекдоты сначала там про негров, потом были анекдоты про сирийцев, афганцев, но можно менять. Как называется секс африканца с белой женщиной? Изнасилование, да. Изнасилование. Ну, это вот подобного рода вот такие анекдоты. Ну, понятно, да. Так, их много, их просто сейчас меняют на текущую... Ну, меняют фигурантов этого анекдота, да. Ну, да, и все. Участник. Все, последние 2 сообщения читаю. Голова трава отправляет 500 рублей. Денежку сами решите, куда лучше потратить. Вопрос к Сергею. Скажите, пожалуйста, человек, который сейчас в Германии и видит эту русофобскую волну среди обычных граждан, а как они относятся к своим же немцам, к примеру, которые выступают против текущей повестки, к тем же политикам в Бундестаге? Ну, я уже говорил, по поводу политиков в Бундестаге, это одна партия, АФД, да, на них уже навешали ярлыков, что они нацисты, фашисты и так далее, еще до этой ситуации, да, что они ультраправые и прочее. Поэтому им терять вообще нечего. Поэтому они, конечно, задают резонные вопросы и Шольцу, и остальным, почему они довели до этого, зачем расширялись, зачем дразнили Россию, почему не оказывалось давление со стороны Франции и Германии на официальный Киев во время Минских соглашений, ну и так далее. Это единственное. Что касается обычных немцев, да, вот с которыми я общаюсь, у меня как-то они все сочувствуют, они все понимают, что данный конфликт очень-очень личный, потому что у нас у всех есть там родственники, друзья, знакомые там, и так далее. Это реально очень личный конфликт для каждого из граждан России и Украины. Вот. Что касается там, вот, например, опять же, у моего соседа, немецкого профессора математики, пытались, к нему подошли и сказали: слушайте, а вот тут вот здание рядом с вами, там говорит, шпионы же живут. Говорит, вы их знаете? Он говорит, знаю. И они с камерами говорят, ну, что можете сказать? Давай, всю правду. Он говорит, я знаю, отличные люди, очень милые, мы с ними дружим, очень хорошие. Говорит, значит, и ушли.
Вот. Поэтому обычные немцы, как, им не нравится, конечно, то, что в Европе недалеко от их границ вооруженный конфликт. Им, конечно, очень жалко беженцев, и они все помогают. Вот. Поэтому, по крайней мере, там, в личном плане от знакомых немцев я ничего такого не испытывал, чтобы меня кто-то плевался. Вот какие-то дебилы там, я говорю, ходят, нам тут что-то наклеивают, вот. но не более. Сами немцы, как и все, я был, тоже это разные очень. Например, я был в Баварии, и мы зашли, нам местный житель, немец, проводил экскурсию по церкви евангелийской и рассказывал. И там на алтаре лежали два флага, русский и украинский. Я говорю, спасибо. Он говорит, да, мы молимся за обе стороны. И вот такая позиция, слава богу, тоже есть. Да? И это очень ценно. И потом я говорил там с пастором и сказал, что спасибо. Это редко встречается такая позиция. И, в общем, мы все, в общем, молимся о том, чтобы как можно скорее стрельба прекратилась. Да, понятно. И последний вопрос, который прочитаю. Антон Махоткин, 500 рублей отправляет в Donation Alerts. Добрый день, изоленте спасибо, гости радуют. Про Цоя и прочих артистов поржал. Музыка не может влиять на политику, на происходящее. Музыка как культура, есть отражение происходящего. Желаю гражданам воспринимать музыку именно так. Ну, не знаю, «Вставай, страна огромная» песня была написана для того, чтобы поднять народ на сопротивление фашистам. Повлияла она на народ или отражала действительность? Мне кажется, повлияла. Но, может быть, я и не прав. Ладно. Это вечный наш спор, и он будет длиться, я так понимаю, сколько музыка и мы существует, столько будет длиться этот спор. Влияет музыка на умы людей или все-таки нет? Что, наверное, будем заканчивать. Спасибо большое всем, кто нас смотрел. Подписывайтесь на наш YouTube Изолента Лайф и на ВКонтакте, на нашу страницу Изолента Лайф. Спасибо всем большое. Сергей, еще раз тебе. И вам спасибо. Да, Сергей, спасибо тебе большое, держись. Вот, а мы вечером выйдем, традиционно вечерняя изолента будет у нас, как обычно. Следите за анонсами, список гостей тоже там все будет ближе к вечеру. Так что все. Всем пока. Счастливо. Пока-пока.